Мой маленький друг, добрый вечер. Это я, сказочник. Сегодня расскажу тебе несколько зимних историй. Послушай. Еловая каша. У всех день рождения радость, а у клестят беда. Ну что за радость вылупиться зимой? Мороз, а ты голышом, один затылок пухом прикрыт. У всех птиц родители как родители, детей летом выводят, когда тепло и сытно, одним клестам законы не писаны. Угораздило же высидеть клестят зимой. Прямо хоть плачь, ни зелени, ни гусеничек, снег, холод. А родители хоть бы что. Вон папа Клёст сидит себе на елке и песни поет, а у самого пар из клюва, будто трубку курит. Это я так про клестят думаю. Только вижу, что сами клестята живут, не тужат. Клестята кашу едят. Хороша каша из еловых семян. Каши наедятся и спать. Снизу гнездо, как пуховая перинка, сверху мама, как периное одеяльце. А изнутри каша греет. Елка клестят баюкает, ветер им песни мурлычет. Немного дней прошло, выросли клестята. Ни горлышки не застудили, ни носы не отморозили. Да толстые такие, что в гнезде тесно, и неугомонные, чуть из гнезда не вываливаются. Это, наверное, все от забот маминых и от еловой каши. А еще от яркого солнышка и морозного ветра. Нет, день рождения всегда счастливый день. Пусть даже зима и мороз. Все равно. Следующая история называется «Без слов». «Чего они, дурачки, меня боятся?» – спросила Люся. «Кто боится тебя?» – спросил я. «Воробьи». В скверике прыгали воробьи. Люся кидала им крошки, а они в страхе улетали. «Почему они улетают?» – удивлялась Люся. Загадала девочка мне загадку. Действительно, почему? Раньше я не думал об этом. Боятся и боятся, на то они и дикие птицы. Но вот девочка хочет их накормить. Воробьи голодные, но они улетают. Почему? Почему они меня боятся? Я ведь никогда их не обижала, говорит Люся. Ты не виновата, успокаиваю я ее. А кто виноват? Мы виноваты. Все-все. Одни, потому что всегда птиц обижали, другие, потому что позволяли обижать. Ну, за что их обижать? Они ведь маленькие. Ничего, сказала я Люсе, ты бросай и бросай им крошки, и они поймут, что ты им друг. Вы думаете, они поймут? Непременно поймут. Ведь поняли же они, что надо спасаться, когда в них кидают камни. Я им скажу, что я бросаю не камни, а крошки. Ничего не нужно говорить, Люся. Они поймут без слов. Без слов? А я-то думала, что они дурачки, сказала Люся. Птицы поняли Люсю. Домашняя бабочка. Ночью в коробке вдруг зашуршало, и выползло из коробочки что-то усатое и мохнатое, а на спине сложенный веерок из желтой бумаги. Но как я обрадовался этому уродцу!
Я посадил его на абажур, и он неподвижно повис вниз спиной. Сложенный гармошкой веерок стал отвисать и распрямляться. У меня на глазах безобразный мохнатый червяк превращался в прекрасную бабочку. Наверное, так вот лягушка превращалась в царевну. Всю зиму куколки пролежали мертво и неподвижно, словно камешки. Они терпеливо ждали весну, как ждут ее семена в земле. Но комнатное тепло обмануло. Семена проросли раньше срока. И вот по окну ползает бабочка, а за окном зима, а на окне ледяные цветы. Живая бабочка ползает по мертвым цветам. Она порхает по комнате, садится на эстамп с маками, развернув спиральку тоненького хоботка, пьет из ложечки сладкую воду. Опять садится на абажур, подставив крылышки жаркому солнцу. Я смотрю на нее и думаю, а почему бы не держать дома бабочек, как держим мы певчих птиц? Они порадуют цветом, и если это не вредные бабочки, весной их, как птиц, можно выпустить в поле. Есть ведь и певчие насекомые, сверчки и цикады. Цикады поют в спичном коробке и даже в неплотно стиснутом кулаке. А сверчки пустыни поют прямо как птицы. Завести бы дома красивых жуков. А сколько можно приручить диких растений, а волчье лыко, медвежье ухо, вороний глаз. А почему бы не развести в горшках прекрасные мухоморы? Или огромные грибы, зонтики? Или гроздья опят? На дворе будет зима, а у вас на подоконнике лето. Папоротники высунут из земли зеленые кулачки, ландыши вывесят восковые бубенчики. Раскроется чудо-цветок белой кувшинки, и запорхает первая бабочка, и запоет первый сверчок. И чего только не напридумываешь, глядя на бабочку, пьющую из ложечки чай с вареньем. Вот и все на сегодня. До свидания.